Здоров, бандиты! Недавно узнал интересную новость, что по улицам города каждый третий прохожий носит с собой нож. А теперь вопрос, для каких целей ты его носишь с собой? Напиши обязательно об этом в комментариях. Ну а тот, кто полностью посмотрит ролик, сможет поучаствовать в конкурсе и выиграть смартфон из этого выпуска абсолютно бесплатно. Погнали! А это прям набор на случай зомби-апокалипсиса. Тут и катана, и керамбит, и нож-пистолет, и чё тут только нет. Градиент вообще бомбезный. В реале куда лучше, чем на видео. И самая главная фишка — это то, что все это добро находится в гигантском кейсе. Ты его точно не потеряешь, когда настанет его время. Валера, настало твое время. Я хочу Benchmade 42, нож-бабочку. Пап, да ладно, я тебя подъем. А девочка-то с юмором, однако. А помнишь, как она в фильме крутила нож-бабочку? Теперь и ты можешь его покрутить. Но знаешь, я бы сначала посоветовал тебе потренироваться на деревянной копии, ибо этот нож ошибок не прощает. Хотя я тоже себя подъебываю. Очнись, этот нож же из Китая, он тупой, как пробка. Но потренироваться все равно придется, потому что с первого раза трюки, которые были показаны в фильме, у тебя никогда не получится. Так, немножечко стриптиза. Расслабься, я прикалываюсь. На самом деле я хочу показать тебе необычный ремень. Что тут необычного? Да просто пряжка этого ремня скрывает нож. К такому ты точно не был готов. Слушай, на мой взгляд, это идеальная разработка. По сути, ты всегда таскаешь с собой нож, и никто об этом даже не узнает. Почему люди раньше до этого не додумались? А это довольно интересный штыковой нож. Выглядит очень маленьким, даже крохотным и пригоден разве что для чистки картошки, ну или для выковыривания грязи из ногтей. Заточка неплохая, даже острая, особых претензий нет. Качество стали меня мало интересовало, так как покупался он лишь для полки, и я остался доволен покупкой. Дабы избежать лишних и неуместных комментариев, спешу сообщить, что данный нож не является холодным оружием. А это набор золотых ножей. О, я уже отсюда вижу, как у тебя текут слюни. Расслабься ты уже, это всего лишь градиент, а не настоящее золото. Катана вообще огонь, правда меня немного наеба. Лезвие не золотое, только рукоятка слегка. Нож-бабочка тоже неплох, но больше всего порадовал томагавк. Хотя чего я так сильно удивляюсь, этим набором я все равно не буду пользоваться. Жалко ж, ё-моё, это чисто для коллекции, не более. Часто без мультитула бывает неудобно, поэтому я себе его купил, но не обычный, а вот такой. Да, в прикольной оружейной форме. Несмотря на то, что он достаточно маленький, поместилось туда все необходимое. Кстати, меняя насадки, можно и форму оружия менять. Нож, пистолет, автомат, например. Короче, людям, которые любят оружие, зайдет точно. Размер у него очень маленький, прям на пальце помещается, но работать с этим можно. А особых минусов нет, если приноровиться, будет норм. А это Бастер-меч. Оружие, впервые появившееся в Final Fantasy VII. Его длина от рукояти до наконечника достигает примерно 5-6 футов, а его лезвие примерно 1 фут в ширину. Представляешь, если таким ножищем колбаску порезать? Я думаю, от кухни ничего не останется. И, конечно же, этот меч нельзя заказать ни в одном интернет-магазине. Это ручная работа. Да он бы и российскую таможню не прошел. Это ж такая бандура. Посылку бы по-любому вскрыли, и у тебя были бы серьезные проблемы. Так что губку закатай обратно. Кто играл в Warface, знает, что этот ножик доступен в коробках за варбаксы, а пользоваться им могут бойцы любого ранга. Джакт команда не зря прозвали ножом одного удара. Он обладает повышенной скоростью удара и внушительным уроном. Но когда я впервые его увидел, я подумал, мол, что это за сверло? А тактический шуруповерт к этому ножу прилагается. Ладно, шутки шутками, но несмотря на свои формы, это достаточно грозное оружие. Мультитулы, на мой взгляд, должны быть малого размера. А что может занимать настолько меньше места, чем кольцо? У этого мультитула есть нож. Возможно, он даже сможет тебя спасти. Даже два разных ножа. Один неплохо справляется с тем, что нужно пилить, а вторым можно что-то очистить. Есть открывашка, как же без нее, небольшая пила для распиливания небольших вещей и расческа. Правда, ее размер предполагает лишь уход за бровями, а расчесать ей густую шевелюру вряд ли получится.
Штык-нож М9. Оружие ближнего боя, доступное всем командам в CSGO. По всем характеристикам данный нож идентичен обычному. Различия имеют лишь косметический характер. Но мы не будем говорить об игровых ножах, лучше поговорим о настоящих. Градиент у них отпадный, и покупая какой-либо нож, ты понимаешь, что он придет именно таким, и тебе не придется тратить куеву тучу бабок на эти гребаные кейсы. Уж лучше приобрести реальный ножик за косарь, чем тратить 24 тысячи баксов на какой-то скин. Это выкидной нож со светодиодным фонариком и предохранителем. Рукоять с лямзели с АК-47. Молодцы, китайцы, это вы всегда умели делать. Фонарик может менять угол по отношению к линии лезвия ножа. Включается небольшим вращением. При снятом предохранителе активируется кнопка выбрасывания лезвия в рабочее положение. Конструкция работает как часы, без люфтов лезвия и заедания механизмов. Сталь тоже ничего, и главное, лезвие не тонкое. А это метательные ножи. Вообще они предназначены для бросания в мишень, также их собирают для коллекций. Их отличительная особенность – тупое лезвие. Одна из главных особенностей таких ножей. Острым должен быть только кончик клинка и пара сантиметров рядом с ним. Они бывают кинжального типа в виде пики, лепестка, окружности с выступами. Ручка не всегда искусственно соединяется с режущей деталью. Довольно часто они представляют собой единое целое. О, это вообще бомба! Прикинь, этот кейс полностью забит разными ножами. А их тут немало. 50 штук, прикинь, 50, Карл! До чего дошел прогресс? Ножи уже оптом продают. Тебя, наверное, интересует ценник? Давай лучше не будем об этом, не хочу тебя расстраивать. Важно то, что все ножи острые. Еще бы, за такие деньги они должны не то чтобы острыми быть, а еще и хавку тебе приготовить. Ну там, картошку почистить или еще что. Это нож с двумя лезвиями в стиле Бэтмена. В развернутом виде он напоминает летучую мышь. Каждое из лезвий открывается по отдельности. Ручка сделана в черном цвете с логотипом Бэтмен. Для удобства ношения на обратной стороне есть небольшая застежка для ремня. Хотя по Москве я бы не стал ходить с таким аксессуаром на поясе. Как-то не хочется сидеть в обезьяннике 15 суток. Сомнительное удовольствие. Тычковые ножи пришли к нам вместе с CSGO и привлекли огромное внимание. В игре персонаж держит их в обеих руках и атакует противников мощными ударами. И хотя внешний вид и анимация никак не влияют на геймплей, но они могут как напрямую повлиять на твой настрой в игре, так и приблизить твой успех в матчах. В особенности, если ты бегаешь по картам не только с ножом, но еще и с мощным пистолетом. В игре они смотрятся обалденно, особенно с разными скинами, на которые придется потратить немало бабок, но вживую они гораздо красивее. Хочу показать тебе нож Штефана Штайгервальда. Такие ножи считаются декоративными и подходят для украшения интерьера. Тот, что я держу сейчас в руке, выполнен в стиле стимпанк. То, что он выполнен из титана, дамасской стали и прочих лакшери материалов, даже не важно. Важно то, что он имеет кастомный раздвижной механизм под мой стиль. Сабзира знают все, но вот то, что в его градиенте продают набор крутых ножей, это знают единицы. Ножей тут просто завались. Я даже перечислять не буду, язык устанет. Ты сам сейчас их прекрасно видишь. Ух, глаза разбегаются. Даже не знаю, с чего начать-то. Хотя нет, знаю. Я вот не пойму, при чем тут Сабзира и вот этот двойной керамбит, уж очень сильно похожий на бета-ранг. Загадка на $1 миллион. Это самый лучший нож для выживания. Его вполне можно использовать для сверхсложных задач. В некоторых случаях он заменяет топор. Он может легко рубить, резать и даже выцарапать что-нибудь. А рукояткой можно даже кокос разбить. С обычным бруском справляется в считанные секунды. Даже появилось желание состругать какую-нибудь фигурку. Хоть и не умею, но обязательно попробую. Но вот стоит такое чудо 490 баксов. Это ж куча денег, ё-моё. А это когти черной пантеры. Вообще, по сценарию эти когти на перчатках сделаны из антарктического материала, подобного вибраниуму, антиметалла, и способны сломать большинство металлов. Но эти когти, конечно, отличаются от настоящих, от тех, которые мы все видели. По сути, это даже не когти, а коготь, ведь продаются они по одной штуке. И чтобы хоть как-то быть похожим на черную пантеру, придется покупать сразу 5 штук, а цена их ого-го.
Пришла пора поднять ставки и перейти на 80-й уровень в бритье, на опасную бритву. Но я не до конца был уверен, что буду бриться опаской постоянно. Не могу сказать, что ощущения абсолютно комфортные, бритье чистое, а рез мягкий и плавный, но это и не важно. Я просто взял китайскую бритву из коробки и попробовал ей побриться. И она бреет. Фантастика. За $12 желающим попробовать, что такое опасная бритва, абсолютно замечательная покупка. О, а это набор ножей для настоящего фаната CSGO. Тут и керамбит есть, нож-бабочка и даже топорик на крайний случай. Не, ну а чё, все в жизни пригодится. Окажешься один в лесу, хоть дровишек сможешь наколоть, да и от белок обороняться. А вдруг медведь? А у меня даже угостить нечем. Ну, в таком случае тебе бы дробаш не помешал, а его, увы, в комплекте нет. Ладно, юмор — это, конечно, хорошо, но такой красотой даже жалко пользоваться. Тем более, что качество скина на 3 с плюсом. Градиент облезает моментально. У меня к ножам сугубо прагматичный подход. Приобрел недавно пару ножиков в стиле коготь тигра, так называемых керамбитов. Заточен нож был относительно неплохо, но не до бритвенной остроты. Зато сама заточка выглядит весьма печально. Ширина подводов очень сильно гуляет. Что я могу сказать? Понятно, что это нож из серии «Похвастаться друзьям» положил на полку. Но если будет нужно, то, по крайней мере, бутерброд ты сделаешь и щепок для костра настрогаешь. На первый взгляд это похоже на обычный пистолет. А теперь смотри. Опа! Ничего себе! Сразу вспоминаю один момент из фильма. Легким движением руки превращаются брюки в элегантные шарты. Слушай, да тут же аналогичная ситуация. Легким движением руки пистолет превращается пистолет в элегантный ножик. Это, конечно, забавно и смешно, но если вдруг ментам попадешься, сразу в отделение заберут. В лучшем случае конфискуют вещь, и тогда уже будет не смешно. А это тактический скальпель. Клиночек всего 4 сантиметра с односторонней заточкой. Сверху покрашен черной краской для пущей тактичности. Покрытие легко царапается. Рукоятка целиком пластик, без металлических плашек внутри. Замок лайнер без люфтов. Нормально открывается одной рукой за маленькие двухсторонние шпеньки. Для чего он нужен? Так, упаковку вскрывать или поковырять чего. Даже карандаш заточить проблематично. Кончик дюже острый. В мясо только так впивается. Вряд ли кто-то из вас смотрел серию фильмов ужасов «Кошмар на улице Вязов». Фильмы до жути старые, поэтому о Фредди Крюгере многие не знают. Так вот, на правой руке главный герой носил перчатку с острыми металлическими лезвиями на кончиках пальцев. И копия той самой перчатки сейчас продается на AliExpress. В детстве я всегда мечтал о ней. А это довольно необычный нож. Даже спустя 4 года он все еще жив, и это внушает оптимизм. Какой-то серьезной работы на его долю не выпадало. С одной стороны, на полке он все это время не лежал, а с другой, основная работа, которую он делал, это вскрывание посылок, что на hard use не тянет. Держал в руках чужие ножи этой модели, и с ними обращались менее аккуратно. Они тоже живы, но подшатаны сильнее моего. Сильнее всего пострадало покрытие клинка. А это интересная вариация ножа и кастета, которая определенно внушает страх. Сам нож имеет черную рукоятку с 4 отверстиями для пальцев. При нажатии на кнопку нож автоматически выдвигается, если нажать еще один, он спрячется. Длина лезвия 9 см, а ширина 2. Единственный минус в том, что он сделан для правшей, ибо в левой руке держать неудобно. Хотя черт его знает, я ж правша, мне удобно держать в правой руке. Вот так дилемма. Это складной керамбитоподобный нож. Для того, чтобы раскрыть нож, нужно просто сжать его в ладони. При этом клинок выезжает вперед и блокируется в раскрытом положении стопором на рукояти. В некотором роде раскрывание этого ножа подобно ножам с пружиной-доводчиком открывания. Встроенная пружина удерживает нож в закрытом положении, но как только нож немного сдвигается вперед, пружина доводит его до рабочего положения. Я бы не сказал, что это игрушка. Режет, стругает норм. Если смотреть на размер, то игрушка. Берешь в руки — ни хрена это не игрушка. С момента открытия железа человек научился изготавливать огромное количество видов ножей, от примитивных до сложных и от выполняющих только одну функцию до крайне универсальных. К примеру, этот тесак, который в народе называют мачете. Это длинный нож с широким клинком и лезвием. К сожалению, лезвие пилы довольно тупое, но за такую цену вряд ли можно ожидать, что это будет лазерный меч. И самое главное, он не является холодным оружием и не является предметом, запрещенным к продаже на территории РФ.
А что если попробовать замаскировать ножи под сами ключи? Хорошая идея, и она уже реализована. Этот ножик внешне ничем не отличается от обычных ключей. Его даже можно повесить к связке на кольцо. Мои соображения на этот счет были такими. Когда ключи надо выкладывать на столик, проходя рамку, мелкий ножичек могут опознать как нож, а вот такая имитация ключей должна замести следы. И это реально работает. Сотрудники службы безопасности даже не догадываются, что в ключах спрятан нож. А вот и холодное оружие из Китая. Правда, в мини-версии. Нож-коготь. Заказывал его, чтобы открывать посылку прямо на почте. Доставка у него просто молниеносная. До Москвы доехал всего за неделю. Нож приезжает в небольшом кожаном чехле. Настоящем, между прочим. Выглядит отлично. Все как на картинке продавца. Единственный минус в том, что он абсолютно тупой. Ничего не режет. Его можно подточить, но делать это неудобно, так как лезвие в длину всего 3 сантиметра. А это необычная вариация керамбита. Такое ощущение, будто взяли 2 ножа и тупо их приварили. А вообще, очень даже похож на бета-ранг. Но мы тут с тобой не байки обсуждать собрались, а качество ножа оценить. Короче, нож увесистый. Каждое лезвие раскрывается поочередно, и нужно быть аккуратным, ибо лезвие, к моему удивлению, не на шутку острое. Остается надеяться, что и в CSGO подобные ножи завезут. Готовься, мой дорогой друг, скоро тебе придется открыть сотни кейсов, чтобы получить его. Хороших ножей много не бывает. Это уникальный по своей сути брелок-монета со скрытым ножом. Ты только вдумайся, перед тобой нож размером с обычную монету. Офигеть! Причем достаточно острый. Им вполне можно открывать какие-нибудь упаковки с чаем, например. Размером он с 5-рублевую монету. Повесил его на ключи. Не мешается, и теперь всегда есть чем вскрывать посылки. На большее, думаю, не хватит. Бросают прямо в почтовый ящик. А это повседневный карманный нож. Лезвие у него разделено с зазубренным зубчатым краем, а также острым. Острый край идеально подходит для тонких срезов, в то время как зубья идеально подойдут для более жестких материалов, таких как дерево. В открытом виде длина ножа всего 8 сантиметров, а в закрытом почти 5. И тебе, наверное, кажется, что этот нож неудобен в использовании, но это не так. Поначалу ты можешь испытывать неудобства, но потом ты просто привыкаешь к нему. А это шуангоу, дословно с китайского «парные крюки». Кабал передает всем привет и просит вернуть его оружие. Да ты правильно понял, он использует именно это оружие. Основная его часть выполнена в виде стальной полосы, один конец которой загнут в виде крюка, а второй конец у рукояти заострен. Кстати, Кабал орудует ими весьма странно, так как не использует в бою ни заточенные гарды, ни шипы, ни же рукоятей. Похоже, разработчикам есть что придумать для Кабала в следующих частях. А это прям 3 в одном. Револьвер, кастет и нож. Задумка, конечно, интересная, хотя понятно, что эффективность что револьвера, что ножа будет невысокой. Но вот попытка совместить 3 вида орудия в одном достойна внимания. Меня она навела на мысль о каком-то шпионском оружии. И я почти угадал. Клинок ножа имеет длину 9 сантиметров. Просто посмотри, как он крепится, и ты сразу все поймешь. В любом случае, это гораздо интереснее, чем нож-кредитка. Вы когда-нибудь получали посылку, и чтобы открыть ее, у вас ничего не было под рукой острее, чем ключи в кармане? Это металлическая капсула с коротким лезвием, установленным под углом наклона 35 градусов. Он спокойно разрезает пластиковую обертку, отрывает крышку от банки с краской, царапает лотерейный билет и разрезает нитки, расплетенные на одежде. Мини-инструмент такой же маленький и простой, как настоящий гаджет. О, еще одна интересная финтифлюшечка. Нож, похожий на птичку. Пингвина или попугая. Он яркий, сделан на удивление аккуратно. Рукоять пластиковая, как заявляет продавец, нож керамический. Но это, скорее всего, покрытие какое-то. Я уже давно узкоглазым не верю. Нож очень маленький, прям крохотулечка, и при этом, на удивление, острый. И само лезвие, и кончик ножа. По идее, складывается без проблем. Но мне попался, видимо, немного подгулявший. Шарнир туговат. Вот сижу и думаю, как бы назвать это изобретение. Самый острый в мире нож или опасная бритва? Слушай, ну это гениально, аплодирую стоя. Им можно и капусту порезать, и деревяшки покромсать. Да вообще, по сути, это обычный кухонный нож, только с 3 лезвиями. Огромный плюс в том, что если со временем нож потеряет остроту, тупо меняешь лезвие, и он как новый. А это небольшой нож с изогнутой рукояткой, очень похожий на керамбит.
Полная длина ножа составляет не более 21 сантиметра, а длина клинка почти 11 сантиметров. Данное чудо оценивается в $136. Довольно дорогое удовольствие, учитывая то, что за дополнительную плату можно приобрести оформление клинка в камуфлированной расцветке. А почему нельзя сразу выбрать расцветку? Почему я должен еще доплачивать? Бред какой-то. За нож заплати, за расцветку заплати, за доставку заплати, за что еще заплатить? А это очень интересный нож. Ну, разве не прелесть, а? Хотя был бы он чуть-чуть подлиннее, я бы назвал его идеальным. Нож удобный и острый. С ним хорошо ходить в лес, пока не жалею, что приобрел его. На вид надежный. Надеюсь, не разочаруюсь в дальнейшем. До Москвы доехал за 5 недель. Долго, но что ж поделать, я его очень сильно хотел. Вот таким чудесным образом обычный кухонный нож превращается в миниатюрный. Да ладно, я прикалываюсь. На самом деле это кропотливая работа. Умелый китаец изготавливает его строго под заказ. И ценник, я скажу, приличный. Да и пользоваться им ты по факту не будешь. Если обычный нож, как правило, ты держишь в руке, то этот придется держать пальцами. А теперь представь, как это неудобно. Представил? А теперь задам вопрос. Нужен ли он тебе? А это клинки из игры Blood Rain. Сюжет посвящен девушке-полувампиру, сражающейся с нацистами и нацистско-оккультными организациями, которые пытаются обрести мировое господство. Ходят слухи, что разработчики хотят сделать ремастер или уже сделали. Черт его знает, я не играл ни в старую, ни в новую версию игры, но вот сами клинки меня порадовали. Конечно, как в игре выкидывать лезвие не получится, но фишка не в этом, а в том, что эти клинки вообще существуют. А это кухонный нож ручной работы, сделанный вручную, поэтому на Алике его не найти, если только под заказ. Вообще, если руки растут из нужного места, а не как у меня из сраки, то его вполне можно смастерить самому. Растраты минимальные, а вот времени займет немало. К тому же его нужно хорошенько заточить, если ты хочешь, чтобы он спокойно стругал волосы на весу. Ну а если креатив прям зашкаливает, то можно смастерить деревянную подставку на магните и пришпандорить его на холодильник. А это неплохой миниатюрный выдвижной нож. Про него особо и сказать нечего. Для вскрытия посылок как вариант. Но мне больше нравится эта модель. Он, конечно, не выдвижной, его механизм немного отличается. Но его главная фишка в том, что лезвия меняются. В комплекте, кстати, еще 5 запасных лезвий разных размеров. Я бы назвал этот нож мини-ковыряшка-убивашка. А это выдвижная расческа. Заметьте, не нож, а именно расческа. Сразу приходит в голову одна фантазия. Стоишь ты с другом, говоришь ему: «Саня, когда ты мне косарь отдашь, а?» А затем залезаешь в карман и вытаскиваешь этот псевдонож, держишь его в кулаке. Твой дружбан стоит, смотрит на тебя и не понимает, что вообще происходит. Ну а потом ты нажимаешь на кнопку, выкатывается расческа, и ты вальяжно начинаешь причесывать свою шевелюру. Хочешь выиграть смартфон Samsung Galaxy S22 Ультра. Тогда принимай участие в конкурсе. С тебя лайк, подписка, колокольчик и пара комментариев для того, чтобы рандомайзер смог выбрать именно тебя. И как только мы наскребем 20 тысяч лайков, я объявлю победителя в ближайшую пятницу. Всем удачи, а хейтерам привет!